Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 5 июня, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. В среду тропический шторм Джангми обрушился на регион Канто в Японии, вызвав масштабное подтопление в Токио и Кавасаки. Стихия принесла с собой тропические ливни и шквальный ветер с порывами до 160 км в час. В некоторых районах соседних префектур зафиксирован исторический рекорд. За сутки выпало до 500 мм осадков. Японское метеорологическое агентство ввело в столице 4-й, предпоследний уровень опасности, предупреждая об угрозе оползней и выходе рек из берегов. Вода затопила подземные переходы, дороги и первые этажи зданий, превратив парковки в огромные бассейны. Из-за удара стихии по всей стране оказались обесточены почти 60 тысяч жилых домов. Распоряжения об эвакуации затронули более 1,5 миллиона человек в нескольких префектурах Тихоокеанского побережья. Непогода вызвала транспортный коллапс по всей стране. Крупнейшие авиаперевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways отменили около 900 внутренних и международных авиарейсов, что нарушило планы почти 100 тысяч пассажиров. Железнодорожный оператор JR East полностью остановил движение поездов на нескольких пригородных линиях Токио. Движение скоростных поездов осуществлялось с огромными задержками. Из соображений безопасности более 5000 школ по всей Японии отменили занятия. Промышленные гиганты Toyota Motors и Suzuki объявили о вынужденной временной приостановке работы своих заводов в центральных регионах. Спасательные службы призывают жителей не покидать дома без экстренной необходимости и строго следовать указаниям местных властей. Прямо у побережья Ионического моря на юге Албании в городе Ксамил вчера сформировался огромный водяной смерч. Вращающаяся воронка соединила грозовые тучи с поверхностью воды всего в нескольких сотнях метров от береговой линии, шокировав отдыхающих. Очевидцы и туристы на пляжах начали спешно покидать шезлонги и прятаться в прибрежных кафе, параллельно снимая редкие кадры стихии на мобильные телефоны. К счастью, водяной вихрь практически сразу распался после выхода на сушу, поэтому обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Синоптики объясняют появление таких воронок над Средиземноморьем столкновением горячих и холодных воздушных масс над прогретой морской водой. Актобе ушел под воду после сильного ливня. По данным Казгидромета, в городе выпало количество осадков, близкое к годовой климатической норме. Центральные улицы и спальные районы областного центра превратились в бурные реки. Поступила масса сообщений о протечках крыш в многоэтажках. К подъездам оказалось невозможно подойти из-за огромных луж, а легковые автомобили заливало водой по самые зеркала. В городской ситуационный центр поступило более 1500 экстренных обращений от тонущих жителей. Коммунальные службы города были переведены на круглосуточный режим работы. Местные жители в комментариях выражают возмущение и требуют от Акимата ответа, почему ежегодно модернизируемая система ливневых канализаций снова оказалась абсолютно не готовой к разгулу стихии. В индийской столице Нью-Дели в результате масштабного пожара в мини-отеле Flourish Stay погибли по меньшей мере 21 человек, среди которых оказались преимущественно иностранные граждане из стран Южной Азии и Африки, прибывшие в Индию на медицинский туризм. Огонь вспыхнул в ресторане на цокольном этаже здания и из-за сильного задымления заблокировал постояльцев на верхних ярусах. Огонь также частично перекинулся на соседний отель «Микаса Инн». В момент возгорания в гостинице находились 47 гостей. Владельцы соседних магазинов вынесли на проезжую часть десятки матрасов, чтобы смягчить удар для людей, которые в отчаянии выпрыгивали из окон верхних этажей вместе с маленькими детьми. Прибывшие пожарные службы смогли локализовать возгорание и спасли более 40 пострадавших, часть из которых сейчас находится в критическом состоянии. Полиция Дели уже возбудила уголовное дело
дело по статье о непредумышленном убийстве и арестовала совладельца отеля. Расследование выявило серьезные нарушения безопасности. Вместо разрешенных 6 номеров в здании функционировало 25 комнат. У заведения отсутствовал обязательный сертификат пожарной безопасности, а единственная лестница и датчики на главных дверях оказались заблокированы. Экстремальная погода продолжается в Китае. Вчера во второй половине дня на уезд Гуань обрушился беспрецедентный конвективный шторм. Падающие с огромной скоростью ледяные снаряды устроили настоящую бомбардировку жилых массивов. Местные аграрии сообщают о катастрофических последствиях. Град уничтожил сотни гектаров готовых к сбору зерновых культур и овощных плантаций. В городах уезда зафиксированы сильные повреждения автомобилей, пластиковых навесов и крыш. Из-за скопления льда на дорогах и забитых ливневок городские улицы на некоторое время превратились в ледяные реки. В это же время в округе Хэншуй шквалистый ветер перерос в мощный ураган. Экстренные службы сообщают о госпитализации нескольких человек с травмами различной степени тяжести. Наиболее резонансный случай произошел в центре города, где ураганный порыв сбил с ног человека, привалил палаткой, а потом и вовсе массивным деревом. Сильный шторм повредил бетонные опоры линий электропередач, повалил рекламные щиты и строительные леса. Часть районов округа Хэншуй осталась без энергоснабжения. Серьезный авиационный инцидент в аэропорту Франкфурта на Майне. Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner немецкой авиакомпании Lufthansa рухнул на брюхо прямо у пассажирского терминала. Воздушное судно находилось на стоянке у гейта и готовилось к выполнению трансатлантического рейса в Лос-Анджелес. В момент, когда наземные службы и экипаж завершали предполетные процедуры, передняя стойка шасси самолета неожиданно сложилась, и носовая часть лайнера рухнула на бетонное покрытие. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 2 бортпроводников и 2 сотрудников наземной обслуживающей компании. Эксперты отмечают, что самолет получил серьезные повреждения. Основной удар пришелся на нижнюю часть носового обтекателя, оторванной створки люка шасси. Земли коснулись также двигатели. Кроме того, в момент падения самолет был соединен с телескопическим трапом, а у открытого грузового отсека находился погрузчик, который также пробил обшивку при деформации корпуса. Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий и технические специалисты выясняют причины инцидента. Сильные предмуссонные грозы, ливни и шквалистый ветер обрушились на ряд районов индийского штата Гуджарат. Непогода привела к перебоям в электроснабжении, падению деревьев, повреждению инфраструктуры и нарушению транспортного сообщения. Наиболее серьезная ситуация сложилась в округе Дахот, где во время шторма упал крупный рекламный щит. В результате происшествия погиб как минимум 1 человек, несколько человек получили травмы. Из-за грозовой активности в районе Ахмедабад более 10 авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты. В столичном регионе Индии Дели и прилегающих районах объявлен красный уровень опасности из-за мощного конвективного шторма, обрушившегося 4 июня на мегаполис. Сильнейшая пыльная буря, сопровождаемая грозой, проливным дождем и локальным градом, мгновенно погрузила город в сумерки, снизив видимость на дорогах практически до нуля. По сообщениям индийского метеодепартамента, экстремальное погодное явление было вызвано столкновением сильного дневного прогрева Земли, высокой влажности и активного западного возмущения. Порывы ветра в черте города достигали 100 км в час. Это привело к массовому падению деревьев, повреждению линий электропередач и параличу автомобильного трафика из-за возникших подтоплений. Метеорологи прогнозируют сохранение нестабильной штормовой активности в столице также 5 июня. Примечательно, что удар стихии совпал с приходом долгожданного летнего муссона на южное побережье Индии в штате Керала, однако для самого Дели данные штормы пока остаются лишь предмуссонной прелюдией, принесшей горожанам резкое падение температур после недель изнуряющей жары.
Варнинскую область Болгарии накрыло сильное наводнение. Из-за непрекращающихся ливневых дождей в селе Медовец общины Долгопол произошло переполнение местного оврага. Бурные потоки воды затопили низменную часть населенного пункта, что заставило власти экстренно ввести режим частичного бедственного положения. Удар стихии оказался изолированным. Пока в одной половине села бушевал экстремальный ливень, в другой части Медовца осадков практически не наблюдалось. Потоки воды за короткое время затопили более 10 жилых домов и приземные этажи хозяйственных построек, а также размыли асфальтовое покрытие на дорогах. 5 местных мостов оказались повреждены и 1 разрушен. Это привело к временной транспортной изоляции нескольких семей. К счастью, среди местного населения никто не пострадал. Люди успели эвакуироваться на вторые этажи своих домов. 4 июня вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8000 метров над уровнем моря. Активная фаза извержения была чрезвычайно интенсивной и продолжалась около 12 минут. Камеры видеонаблюдения, установленные в приемном центре поселка Ключи, зафиксировали, как облако мелкодисперсной пыли стремительно поднялось в ночное небо и сформировало плотный шлейф. На текущий момент этот пепловый фронт смещается в сторону акватории Берингового моря. Эксперты Камчатской группы реагирования незамедлительно присвоили грозному исполину повышенный оранжевый код авиационной опасности. В самом близком населенном пункте, поселке Ключи, расположенном в 50 километрах от подножья, выпадение вулканической пыли и запаха серы пока не зафиксировано. Тем не менее, ученые предупреждают, что купол вулкана продолжает оставаться в крайне нестабильном состоянии, поэтому новые пепловые взрывы и пеплопады в прилегающих районах могут произойти в любой момент. Внезапный селевой паводок заставил эвакуироваться сотни жителей в колумбийском муниципалитете Андес в департаменте Антиокия. Из-за непрекращающихся ливней в горах Западной Кордильеры резко поднялся уровень воды в горной реке Санта-Барбара. Потоки грязи, огромных камней, деревьев и мусора хлынули через местный поселок Санта-Инес, сметая все на своем пути. Полностью уничтожены 2 моста, из-за чего от 7 до 12 окрестных деревень оказались отрезанными от внешнего мира. Грязевой поток затопил центральную площадь поселка, повредил местную школу, медицинский центр, католическую церковь и затопил более 20 жилых домов, при этом как минимум 2 здания были полностью разрушены до основания. Спасательные службы провели экстренную эвакуацию более 150 человек из зон высокого риска в поселках Санта-Инес и Санта-Рита. Власти Колумбии объявили режим максимальной тревоги для всех общин, проживающих ниже по течению, вплоть до слияния с рекой Сан-Хуан, куда устремился селевой поток. Местных жителей призывают держаться подальше от берегов и мостов, так как в регионе сохраняется высокая угроза повторных паводков. Сильные дожди привели к наводнениям в Гондурасе, парализовав крупнейший промышленный город страны Сан-Педро-Сула. Шторм, обрушившийся на регион, превратил городские дороги в настоящие бурлящие реки. Стихия вызвала масштабный транспортный коллапс по всему городу. На некоторых улицах уровень воды поднялся настолько высоко, что десятки легковых автомобилей и общественного транспорта оказались полностью затоплены прямо посреди дорог. Ситуацию усугубили тонны бытового мусора, веток и грязи, которые потоки воды смыли в ливневые канализации. Забитые стоки заблокировали отвод воды, из-за чего наводнение хлынуло даже в те жилые кварталы и коммерческие зоны, которые ранее никогда не затапливало. Вода начала затапливать и низменные пригороды, такие как сектор Хамеликон. Национальное агентство по управлению рисками объявило о введении чрезвычайной ситуации и призвало жителей избегать пересечения затопленных участков как на машинах, так и пешком. Синоптики предупреждают, что неблагоприятный погодный фронт задержится в Гондурасе надолго, и сильные ливни будут атаковать регион на протяжении всего июня. В столице Ганы, городе Акре, сильные проливные дожди привели к масштабным наводнениям, парализовавшим жизнь мегаполиса. Стихия обрушилась на регион в символичную дату – ровно через 11 лет после трагических событий 3 июня 2015 года, когда двойная катастрофа из-за наводнения и взрыва на заправке унесла жизни более 150 человек. В этот раз сильный часовой ливень затопил дороги и жилые кварталы.
Уровень воды поднялся настолько стремительно, что мост, связывающий районы Хатсо и Олд-Ашонгман, оказался практически отрезан от суши, а бурное течение начало затапливать близлежащие постройки. В критической ситуации оказались водители и пассажиры на оживленном транспортном узле Ашайман, а также вдоль автомагистрали Акра-Канишия, где движение транспорта полностью остановилось. Наводнение нанесло серьезный ущерб местному бизнесу. На знаменитом рынке Канишия и рынке Одавна вода хлынула в торговые ряды, уничтожив товары предпринимателей. В это же время в районе Адента произошло обрушение жилого здания, из-под обломков которого спасатели экстренно эвакуировали пострадавших. Жители пострадавших окраин вынуждены добираться до безопасных мест буквально вброд. Эксперты метеорологического агентства Ганы предупреждают, что регион только вступает в пик сезона дождей и призывают население прибрежных и низинных зон к немедленной эвакуации, поскольку забитые мусором сточные системы города физически не справляются с хлынувшими потоками воды.